Автомобиль проехал по улице, путь равный 400 метров, затем свернул направо и проехал еще 300 метров. Считая движение прямолинейным, на каждом из отрезков пути найдите путь автомобиля и его перемещение. Нам задача известна о том, что автомобиль проехал сначала, пишем S1 равно 400 метров прямо, затем свернул направо, еще проехал 300 метров. Найти полный путь автомобиля и его перемещение. Полный путь обозначим буквой S, знак вопроса, а перемещение обозначим буквой P, английский, тоже знак вопроса. Здесь необходимо, наверное, для того, чтобы было больше понятней, нарисовать картинку, как автомобиль этот двигался. Во-первых, мы можем сказать о том, что весь путь это вот сумма двух этих отрезков. Давайте посмотрим. Вот автомобиль ехал, он проехал 400 метров. Затем он свернул по ходу движения направо и проехал еще 300 метров. Нужно узнать, какой он проехал путь и, естественно, какое при этом оказалось перемещение автомобиля. Можем сразу сказать о том, что автомобиль был вначале в этой точке, сейчас он переместился вот в эту точку. Его будет вектор перемещения вот в этой стороне, направо. Давайте посчитаем сразу, это будет вектор перемещения P, а это S1 и S2. Для того, чтобы посчитать полный путь, просто равно сложим, не будем долго думать о том, что это 400 метров плюс 300 метров равно, естественно, 700 метров. Автомобиль ехал, если можно так выразить, по сторонам прямоугольного треугольника, по катетам, вернее, 400 плюс 300. Для того, чтобы определить вектор его перемещения, мы видим о том, что он является гипотенузой вот этого вот прямоугольного треугольника на этих сторонах. P квадрат у нас будет равно по теореме Пифагорейского 1 в квадрате плюс S2 в квадрате. Или P равно корень квадратный из S1 в квадрат плюс S2 в квадрате. Будем решать это дело просто, стандартно, не применяя больше никаких тут хитростей. Итого получаем так. Возносим в квадрат одно и второе значение. Это будет 400 в квадрате плюс 300 в квадрате. Выносить такие большие числа, возносить и с этими нулями, для того, чтобы никак-нибудь не запутаться, мы можем сделать следующий вариант. Можем написать так. Разбить это число 4 умножить на 100 в квадрате. Смотрите, 4 в квадрате умножить на 100 в квадрате. Так. Плюс 3 в квадрате, что множится на 100 в квадрате. Вот этот подкорень. Затем 100 в квадрате вынести за скобочки. 100 в квадрате мы выносим за скобки. Что мы получаем в скобках? 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. Дальше что можно? 100 в квадрате можно прямо из корня вынести. Мы выносим его из корня. 100 под корнем что получаем? 4 квадрат плюс 3 в квадрат. И это будет равно 16 плюс 9. Корень квадрат, то есть 100 корней из 25. Пятерку добываем из этого корня. Мы получаем, что P у нас равно 100 умножить на 5. Получается 500 метров. Тут, если мы выносили, допустим, 100 в квадрате, вынести сразу 100 метров в квадрате. И коль метры в квадрате вынеслись, получаем здесь 100 метров, что множится корень с 25. Поскольку задача слишком простая была, так поэтому и досмотрели о том, что нужно было здесь указывать и метр. С другой стороны, эту задачу можно решить еще проще. Посмотрите, я нарисую этот треугольник отдельно с его значениями сторон. Это у нас будет 300, это будет 400. 300 метров и 400 метров. Давайте разделим каждое значение этих катетов на 100. Разделим на 100 пропорционально. То есть получается, вместо 300 мы напишем 3, а вместо 400 мы напишем сколько? 4. Знаете, в геометрии есть такой очень замечательный египетский треугольник, стороны которого 3, 4, 5. 3, 4 это катет, а 5 это гипотенуза. Они пропорциональны вот таким соотношением. Можем сказать, что если у нас этот египетский треугольник 3, 4, 5, то есть 5 должно быть здесь. Но мы-то уменьшили же на 100. Значит, и этот можно добавить на 100. То есть получается это 300, это 400, а это 500. Потому что тут 3, 4, 5. Но поскольку 3 получились у нас результатом того, что мы 300 разделили на 100. Теперь надо и 5 умножить на 100. То есть мы получаем из египетского треугольника его соотношение 3, 4, 5. 3, 4 это катет, и 5 это гипотенуза. Получается, что P равно 500 метров.
Вот так проще. Два варианта решения. Одно вариант решения в лоб пойти из теоремы Пифагора высчитать о том, каким образом с этими большими числами, а с другой стороны, увидев о том, что они соответственным образом, можно их уменьшить, такая у них пропорция 3, 4, 5, можно сразу даже чуть ли не устно сказать о том, что гипотенуза этого прямоугольника на этих сторонах будет 500.